Доброе утро всем, ребята. Сегодня у нас какое? 6-е? Кажется, 6 января, друзья мои. Итак, отстояли мы паузочку. Польша, прекрасный паркинг. Можно гнать дальше. Сейчас заедем на границу, надо сходить в магазин, прикупить быстренько кое-что из продуктов польских. И погоним дальше. Я надеюсь, не проскочу этот заправочный, как эту фигню называется, заправку, да, где все магазины. Ну все, можно ехать. Нормальный паркинг, спокойный, тихий. Блин, нравится мне такие паркинги. Оба-на, сейчас загружается видео у меня. Все проверил вроде, Хотя нет, секундочку. Не все проверил. Тросик не проверил. Вот. Сейчас пойдем сходим. Проверим тросик вот на прицепе. Я поставил свой тросик, пойду проверю. Что-то как-то забыл. Все проверил, баки проверил, тенты проверил, все на месте. А тросик, который я поставил, забыл. Так что, ребят, если у вас есть тросик на флажок, всегда проверяйте перед выездом. Как и я проверяю. Ну все, теперь можно гнать. Значит, что такое тут? Бьется у меня, блин. Не понял. Освежитель воздуха бьется. Я думаю, что такое? Что? Фу! О, дождь из освежителя пошел. Так что я, например, когда начинаю, перед тем как работать, когда, вернее, как проснусь, делаю обход. Ну, положено делать обход. Как положено? Для себя же делайте обход. Проверяю баки, проверяю колеса, проверяю тент. И проверяю, соответственно, вот этот тросик, который я поставил. Потому что без него отцеплять прицеп, как бы кто-то не говорил, очень-очень тяжело. Вот. А сейчас что-то слишком много ходил и в туалет, и мылся, и брился, и зубки почистил свои, которые остались еще. К сожалению, вчерашнее видео почему-то у меня вышло без дорог. Видеорегистратор включен был, но почему-то я, видно, нажал на отменил запись. И, блин, всю дорогу вчера, извините, у меня будет монолог из кабины. Хотя, возможно, вы заметили, может быть, я вставлю видео сегодняшнего дня, отрывками какие-нибудь, видосики с дороги. Так что не удивляйтесь. Вернее, это уже было в прошлом видео. Не удивляйтесь. Ну, процесс пошел. Видео снимаю. Сейчас загружается видео первого дня. Времени не было особо, чтобы заняться этим. Дорога зовет. Короче, вперед. Едем. И возвращаясь к платным паркингам, к платным туалетам, не понимаю таких людей, которые акцентируют свое внимание, как на каком ты паркинге остановился, на платном, бесплатном, блин, туалеты платные, не платные.
ребята, мне по барабану вообще, блин. Каждый делает так, как ему удобно. Мне нравится так, кому-то нравится так. Мне не нужен душ каждый день. Не такая у меня сейчас работа, чтобы каждый день ходить в душ. Понятное дело, когда у тебя, блин, там каждый день выгрузка-погрузка, ты потеешь очень сильно, конечно, воняешь. Да? Но у меня все нормально с этим. Есть влажные полотенца, если очень надо, можно как это называется, протереться. Ну ладно, вот сейчас все это предисловие. Что же по вчерашнему дню? Блин, где-то у меня, блин, гигиеническая помада лежит под кроватью, под матрасом. Ну там под полкой, да, поднять надо. Забыл, приходится губы вазелином мазать, потому что обветрил немножко. Так, страну мы открыли, все в порядке. Что нас впереди ждет? 368 160 пробега на данный момент. Ну, значит, надо 700-ку сделать сегодня. Надеюсь, получится. Напомню, сегодня пятница, если я не ошибаюсь. Главное, да, шведско не проскочить мне эту, блин, заправку. Я могу проскочить. Вот Орлен слева. Хотя, наверное, вот она и есть, эта заправка. Ай, блин, проскакиваем. Да, блин. Походу, да, точно, блин, проскочил, блин, пока заговорился и... Ну ладно, обойдемся, наверное, без польской колбаски. Что ж поделать. Блин. Хотел. Ну, не буду я уже возвращаться. Поедем тогда мы уже, блин, на границе 35 километров. Хотя нет, по-моему, еще должна была быть одна. Блин, ну ладно, как есть, так есть. Особо так мне, честно говоря, не надо было ничего, но хотелось. Что-то я думал, она дальше находится. Тогда поедем уже оплачивать дороги. По дорогам, кстати, как я говорил в прошлый раз, в прошлом видео, у меня 6 блокпостов. 2 из них это Этоловский, да, который государство приняло. То есть проходите, и оплата идет автоматически. Автоматическая. Вот. И 4 со шлагбаумом. 3 я проехал. Оплачиваю я карточкой топливной, которая по Европе у меня. Вот. Сейчас надо будет подать карточку еще раз. И уже пойдем на Гермашку. Настроение отличное, выспался. Вот реально выспался сегодня. Кстати, думал поспать и выехать через 9 часов. Но пока делал видео, понял, что лучше сегодняшний день надо выспаться хорошо, чтобы не было такой усталости. Ну, думал, может быть, 10 часов выйду. Ну, а потом подумал, что-то у меня впереди. Пусть эти 2 пятнашки останутся сегодня и завтра. Ну, конечно, мне надо сегодня тоже пораньше встать, то есть подальше ехать. Пораньше встать, потому что это Германия, а до границы Голландии мне надо будет ехать от сегодняшнего момента 683. Может быть, я Голландию, надеюсь, я Голландию пересеку и там встану. Вот это я надеюсь. Потому что в Германии там, по-моему, один такой опасный паркинг был на границе с Голландией, поэтому лучше в Голландию заехать. Там уже знакомые дороги.
объезженный вдоль и поперек в Хестеркампе. Ладно, как есть, так есть. Хотя, может быть, еще я и ошибаюсь. Может быть, я ошибаюсь. Может быть, еще впереди будет паркинг большой. Не, ну вот, по-моему, это было Орлан Шелк. Это по дому все-таки я проехал. Ну, обратно не поеду уже, повторюсь. Погода замечательная. Единственное, солнышка нет. Ну, главное, чтобы не было снега и дождя. Ну, я надеюсь, что этого не будет. Все-таки Германия, Голландия, это не Латвия. У нас там говорят снегопад а-ля белорусский, потому что в Беларуси месяц назад там просто была жесть. Все завалило в деревне снегом. Ну, сейчас, говорят, в Латвии такая же. Коллега сегодня грузится, сегодня и братишка грузится. Возвращаясь к встрече Нового года, кстати, ребята, прекрасно встретили Новый год. У нас теперь семья большая. Поехали я, супруга, наша мама Наташина, Дашенька со своим парнем. Жалко, что, Димка приезжал к нам домой, я ему машину отдавал. Вот. Ну и там в гостях, где мы были, это типа сватья с Костей была, с супругом своим и родители Надины. Кстати, всем привет в Риге. Дедушка Федор, вам огромный привет отдельный. Костя тоже привет. Ну и, конечно, женщинам. Дедушка Федор мой активный подписчик, оказывается, он меня смотрит постоянно. Как он говорит, я за тобой слежу. Это очень приятно, когда есть подписчики. Правда, он не пишет комментарии, как я понимаю, но в курсе, где я, что я. Может, конечно, не все видео смотрит, но приятно, реально. Приеду домой, обязательно в гости съезжу с Наташей. Встретили Новый год прекрасно, весело. Куча подарков. Некоторыми я уже сейчас пользуюсь, потому что очень удобные вещи были подарены для меня, как для дальнобойщика. И удобные, небольшие там набор парфюмерии. То есть небольшая бутылка, которую я возил, такие маленькие, но очень удобные, взаимозаменяющие. Заканчивается одна, вставляешь другую. Спасибо. Очень спасибо. Это очень нужно, потому что в моей сумке туалетных принадлежностей места особо нет. Ну и дети подарили, потому что я внезапно пришел, папа, что тебе подарить? Я говорю, ничего не надо мне дарить особо. Я вот так внезапно заставил всех подарки покупать лично для себя. Как-то и неудобно, но приятно. Я говорю, вот термос купи мне, такой в виде кувшина. Он говорит, он же там типа дешевый. Так ничего, дешевый, так и нормальный. И такой пишет, вот есть типа за 15, по-моему, евро. Металлический такой. А вот есть. А я говорю, покажи, какой еще есть. Он показывает мне пластиковый, черный, 6 евро там со скидкой. Я говорю, вот этот мне не надо. Мне не надо там дорогой какой-то. Зачем? Мне главное, чтобы он была стеклянная колба внутри, и он держал. И вы знаете, что скажу? Вот за 6 евро, ну я потом покажу, потому что сейчас еду, я забуду вставить видео, вернее, будет дорога видна, а то, что я показываю, не видно. Он такой пластиковый, с стеклянной колбой. И самое интересное, я вчера где-то часа в 2, наверное, дня залил туда чая, чайковского как бы. И вечером, когда стоял на ПАУ, уже закрыл смену, наливаю чай. Блин, а он горячий, он, ну не кипяток, он горячий. То есть почти кипяток, то есть держит офигенно.
Поэтому не важно, сколько стоит вещь, главное, чтобы она была бы качественная. Мне очень понравился и приятно. Вообще, я удивлен был. Я думал, там будет уже чай холодный. Но супер. Я очень доволен подарком. Ну вот, сейчас будем заезжать на последнюю, как я понимаю, оплатку. И потом нам 23 километра останется. Да, проскочили, потому что там была бы другая оплатка, там выезд. Ну ладно, next time, запомним этот момент мы. И в следующий раз тогда... Что там машина стала, тогда заскочим. А сегодня, ну как есть, так есть. Ничего страшного, я думаю. Там робот или... Мне тоже интересно, робот написано, сидит женщина. Бывает, конечно, и не сидит женщина. В некоторых местах нет, здесь сидит. Здесь сидит польская блондиночка. Good morning. Thanks. Have a nice day. Даже этот билет, я даже не знаю, почему написано, что он 48 часов годен. Я там прочитал, но зачем он, непонятно. Она даже его не проверяла, ничего. А, может быть, типа я могу выехать и снова заехать по нему? Может быть, в таком смысле имеется в виду? Ну, я даже не знаю. Ну, ладно. Итак, ребята, 22 километрика. И будем въезжать в Германию. Надо будет страну вести, конечно же, не забыть. Хорошо, когда со свежими силами, когда ночь хорошо прошла, плодотворный вечер, и можно ехать с приятными ощущениями, без какой-либо усталости. Вот, включил советы. Интересно будет почитать, что за советы. Кстати, в этом заплыве, все по-морски хочу сказать. Попытаюсь я поставить камеру на голову. Вот у меня, что-то у меня кепка была. Блин, у меня кепка была. Наверное, забыл дома, что ли. Хочу там сделать дырочку и поставить камеру на козырек. А то на голове как-то неудобно. Вот. И попытаюсь, ребята, я сделать видосы с головы. И в планах у меня есть ознакомление с книжкой по сканию. Может быть вместе, может быть видео сниму с этой книжкой по пользованию кнопочками всякими разными. Ну что, последние километры по Польше, и тогда я скажу одно хорошее слово. Кстати, сегодня 6 число, у меня должна сегодня последний день, где висит этот на ауте, где я ехал. И останутся у меня оправдательные документы только на сервис и на сервис, на оба сервиса. Там, где на ауте я ехал уже. Не я ехал, а они там ездили. «28 дней». Через какое-то время, ведут 56 дней. Ну вот, вчера было 5 число, и, как говорилось, зарплата пришла. Были какие-то непонятки, что-то там. Я написал директору, говорю, а что-то как-то не так. Он говорит, сейчас разберемся. И буквально через пару часов все встало на свои места. То есть вообще никаких проблем. Первый месяц отработал,
заработал свои денежки чисто вот так по рабочим дням. 24 рабочих дня у меня получилось, включая 31 декабря, когда я приехал. И тот день, когда я не загрузился, если кто смотрит мои видео, с самого начала этой каденции, как я ее называю, 9-я каденция. Вот. И один день между там 7-м и 9-м, 8-й я был дома, мне, конечно, его не оплатили. Но я так и подозревал, когда разговаривал с директором, что все дни оплачиваются. Ну, все правильно, не должны оплачиваться все дни, когда ты дома вообще ни одной минуты не сидел в машине. То есть там получилось, если вы помните, 7 числа я поехал на погрузку, там груза не было. Я поехал на заправку, потом ждал информации, короче, и оказалось, что груз будет только в четверг. То есть я поехал, поставил на базе машину, ну не машину с прицепом, и сел в свою машину и поехал домой. И четверг я провел дома. И в пятницу только я выехал на работу. То есть вот этот день 8-й мне не оплачивался никаким образом. Ни поставки, ни почему. Ну таковая. В принципе, я так и ожидал. Так и правильно. Некоторые компании там оплачиваются этот день тоже как бы по минималке, но тут такие условия. Вот. Так что посчитал 24 дня рабочих, все в порядке получилось. Без всяких там вещей. И, кстати, по оплате договорились, что мне каждый вторник будут приходить аванс. То есть это уже снижает как бы напряжение, давление, что с деньгами какая-то напруга. Я в прошлый раз не просил аванс, но поскольку Новый год, надо было и супруге отправить денежку. Мне перечислили, конечно. Так что я надеюсь, этот вторник тоже. Но если нет, тогда я напомню и попрошу босса, чтобы он напоминал нормально бухгалтеру, чтобы без напоминания. А то я не люблю так вот просить. Но думаю, все будет в порядке. Да, вчера мне позвонили из Хейстеркампа. Ребята, ищущие работу в Латвии. Я еще раз повторяю, Хейстеркамп — это такая компания для начинающих. Если вас туда берут, идите и даже не раздумывайте. Потому что опыт там приобретете полностью, И погрузки, и загрузки, и заезды, и выезды, и перецепы, и паромы. Ну, короче, все там в порядке. И страховка, и авансы, и страховка по Латвии, и страховка за рубежом, когда вы находитесь. Все это есть в Хейстеркампе. Поэтому в очередной раз говорю, что бы там ни говорили про Хейстеркамп, что какая она компания, там то, сё, 5-е, 10-е, да, и, конечно, есть свои нюансы, но по большому счету это реально правильная компания. Может быть, там не такие большие деньги платят, вроде там с этого года собираются повышать, на данный момент 83,5, если у вас есть АДР, и все эти эко-режимы вы соблюдаете, эко-вождение, в смысле, я имею в виду, по топливу там никаких высчетов нету, с этим там все в порядке. Да, просили меня, ждут меня в Хейстеркампе, но я говорю, спасибо, Мадера, но пока я вот тут вот работаю, и меня пока все устраивает. Ну, я думаю, что они опять будут звонить. Так что, ребята, советую начинающим, у кого есть возможность в Латвии устроиться в эту фирму, идите, не пожалеете, наберетесь опыта конкретного. Я вот уже год, чуть больше года, напомню, я 30 октября начал свою деятельность в профессии прошлого года, и в Хейстеркампе набрался опыта, хорошего опыта набрался, действительно. Спасибо ему за это. Но если, конечно, что-то изменится в моей жизни, то
я уже понял, что я буду возвращаться именно в эту компанию, потому что там стабильность и с работой, и с остальными вещами. Те, кто гонится за деньгами, конечно, добро пожаловать в Европу напрямую. Хотя есть там варианты. Сейчас связывался с другом, но он 12 недель работает. Не с другом, вернее, а вот тот парень, который мне забрал у меня билет на паром, он говорит, вроде 3 месяца работает, месяц дома в Германии. Но опять же, можно, конечно, узнать условия у него. А как же он там назывался, город, где он работает? Да, я сейчас посмотрю, кстати. Город он сказал или фирму он сказал. Сейчас, чтобы не врать. Кстати, он тоже стал мой подписчик. Витя Будаев, привет тебе. Надеюсь, там на пароме будет все отлично. И вы с Витьком в Подватёцке доберетесь нормально. Из Лепы до Травемунда. Там, я только не понял, они перенесли на час или на полчаса позже паром. Ну, не знаю. Я так уже не помню, я послал ему информацию. Так вот, 3 месяца там и месяц дома. В Касселе, я работаю в Касселе. 3 месяца там и месяц дома. Вот, кстати, вот это хороший вариант еще. И Кассель, подожди, Кассель это Германия или нет? Кассель, это Голландия. Сейчас узнаем. Если интернет еще не пропал. Да, по-моему, интернет уже пропадает. Не, это Германия, да, все правильно. Город Германия. В Касселе работает. И в Германии там тоже достаточно хорошие условия работы. Насколько я знаю, там и если вы женаты, вам еще плюс 200 в зарплате идет, если еще есть дети маленькие, еще какие-то деньги идут. Но надо будет поинтересоваться, потому что меня там давно сватали в Германию мои знакомые, но как-то не алё. Но когда есть паром, это очень удобно, есть, чем ехать вот так, как сейчас я еду через всю Польшу на своей машине, да, ну из Латвии, Литва, Польша, Германия. Вот я как вспомнил, как я в Голландию добирался, конечно, это, И даже деньги на данный момент меня не радуют, которые там платили грязными. Получалось, я скажу откровенно, 190 евро я в день получал там. 190 евро плюс минус там разные вычеты. 20 евро бухгалтеру, 5,6% это минимальный польский налог. Это все в неделю. И один раз в месяц страховка какая-то польская. И я еще покупал латвийскую страховку, но, по-моему, она уже не действует, как мне это кажется. Я ее купил за 110 евро, хотя можно было местно купить за 70. Но в итоге я получал в неделю где-то 150 евро, грубо говоря. Ой, в день, ребята, в неделю. Конечно, в день. Да, деньги большие, но тех нервов, которые я потратил, работая на тенте, а не на зерне, нет, ребят, я больше не хочу. И, как оказалось, хотя бы на тот момент я бы продолжал бы работать, но как получилось, так сложилось. В итоге мы расстались. Но я понял одно, что в таких фирмах инициатива, особенно финансовая, она не нужна. Она неблагородное это занятие, потому что... ну вот тут еще, да, вот здесь еще. Вон там столовая, я вижу справа. Жопка. Но здесь не такой большой, здесь нету магазинов больших, как там. Вот. То есть я сейчас даже не... Как вам сказать? Не жалею того, что мы расстались. С их стороны это был некрасивый поступок, конечно, они могли дать мне доработать.
Или хотя бы заранее объяснить, что и как. Зато потом посыпалась такая куча предложений из Эстонии, блин, потом еще раз из Эстонии, потом с латвийской фирмы, потом с испанской фирмы, потом тот же FME мне звонил и рассказывал, да, на эти же 190. Но я уже договорился с Геннадием, и я все-таки придерживаюсь чего из своих детей воспитывал, прививал. Надо держать слово, как бы это было не было трудно, но надо держать слово. Ну, а здесь все отлично от того, что выезд из Риги и возврат по-любому в Ригу. Ну, если не какие-нибудь форс-мажорные обстоятельства. Единственное, тут со страховкой непонятно до конца, какая страховка есть, на что есть, потому что водительская страховка, по-моему, она обязательно должна быть по Европе. Фирма должна страховать своих водителей. Наверное, значит, я тоже застрахован. Но нету, наверное, латвийской страховки. А в Хестеркампе все есть. Страховка в этом ИФ, да, то есть все дела, то есть можете ходить. Но там, правда, она дается только через 3 месяца после начала работы. Ну что тут у нас? Этот уходит на другую, на Зеленую гору уходит. Зеленая гора. Так что вот такая вот вещь с компаниями. Ну, выбирайте компании, которые вам по душе и где есть спокойствие. Да, на Хестеркампе есть напряженка, иногда бывает с этой работой, что частенько бывает фиксинг тайм, частенько ты гонишь, блин, уставший, не выспавшийся. Ну, в принципе, как себя поставишь перед диспетчером, это очень важно. Не надо перенапрягаться, блин. Вот и, кстати, Хестеркамп идет навстречу. Вот, наверное, поляк в Польшу Хестеркамп. Или он на паркинг решил поехать. Ну, не знаю. Так, ну что, теперь 1,5 километра до границы. Будем заезжать в Бундес и водить страну. Идем мы на Берлин, ребят. Франкфурт. Помню, я вот, да, здесь ехал на легковой своей машине, когда в Польшу ехал, в FME. Вот точно помню. Обратно-то я ехал, уже шел на пароме. Ну, сейчас будет граница, надо будет где-то там на первом паркинге, не останавливаясь на обочине, хотя вот сколько я видел коллег, которые останавливаются на обочине и водят страну, никакой проблемы нету. Там мне парень написал, блин, помехи. Когда я стоял, никаких помех я не создавал. Меня объезжали машины, когда я уже включил поворотник и начинал движение. Потому что я не дурак, я не останавливаюсь вот так на полосе, блин. Сошел на обочину, поставил там, или поворотник поставил, или, блин, аварийки, кто как хочет. Понятно, что могут наказать за неправильное. Но я там сам лоханулся, я там со стоянки выезжал и забыл вести страну, хотя помнил об этом. Потому что, в принципе, что сказано? При первой возможности нужно вести страну. Либо в первом паркинг-плейсе, либо на место выгрузки, то есть то, что ближе. Вот.
Но в любом случае, я знаю, что я видел дорогу, я не мешал никому, и меня машины нормально объезжали. То есть не объезжали даже, а ехали по своей полосе. Ну ладно, что там ворошить старое. Сейчас будем смотреть, где мы встанем. На то, чтобы вести страну. Все уже можно гнать по полной. Так что, ребята, здравствуй, Germany. Надо будет потом в зависимости где-то к середине дня посмотреть. По-моему, по Голландии говорил мне, чтобы я открывал страну. Ой, сообщал ему, что будет Голландия. Я помню Берлин, блин, как заехал один раз. Зачем-то я там заезжал в Берлин. Выгрузка у меня там что ли была. Блин, как я из него выезжал. Ну его в баню, этот Берлин, блин. Там перекопано, здесь перекопано. Ёпарасоты. Надеюсь, сейчас будет все в порядке. Я его там проскочу. Я даже не знаю, как я там. Боком, раком буду проскакивать. Надо посмотреть. Правда, до него еще... Ого, сколько времени. Не так много. Ну да, мы по десяточке проедем. Ну да. Через Берлин, слава богу, не еду я через Берлин. Не хочу я в него. Ничего там, кроме Рейхстага, нет. И памятнику советскому солдату. Ну, через 9 километров будет этот самый, как он называется, паркинг. Там мы и ведем страну. Бывает, я помню, заезжаю из Голландии в Германию, там поверху, там вообще, блин, негде страну, там просто едешь, маленькая речка, и ты уже был в Голландии, стал в Германии. И вообще негде страну вести, даже остановиться на обочине нету возможности, чтобы ее вести. Я помню, на светофоре, блин, остановился и вел страну. Также и в прошлый раз тоже, когда мы ехали из Франции в Германию, заезжали. Да, я на светофоре остановился и вел страну. А потом коллега говорит, надо остановиться на паркинге, мне в страну надо везти. Говорю, а что ты на светофоре не вел? Говорит, я лоханулся. Ну, бывает такие. Кстати, надо будет позвонить коллеге, узнать, как он там уже пошел на эту погрузку Волыны. Говорит, на виду там хипиш. Если что-то не так будет, посмотрим. Ну, он от меня далеко. 1300 километров. Но у него, по-моему, 2 погрузки. Не знаю, как он выйдет. Ну, там Волыны быстро загружают. А где у него 2-я погрузка, я даже не знаю. Он говорил, я уже как-то забыл. В Белгавии, что ли, тоже. Ладненько, ребятки. Погода радует. Так что let's go. Go ahead. Погнали дальше. На Франкфурт All West. Вот здесь он есть. Съезд направо. Говорил, мне здесь паркинг есть с правой стороны. Съезжаешь тут направо. Где-то тут нормальный паркинг. И там и кухня хорошая даже. Ну, не знаю. Вот это Франкфурт на Одере Уэст. Где-то тут с правой стороны есть. Правда, я так вот визуально не вижу. Здесь, что ли? Вот, наверное, слева, Одер Вест. Наверное, вот здесь он имел в виду.
Да, вот, точно. Большой паркинг, большой, огромнейший паркинг, кстати, надо запомнить. Завести на карту этот паркинг. Сейчас, наверное, хотя интернет у меня пропал. Ладно, потом, не забуду, завести надо будет этот паркинг, чтобы на будущее знать. Как он говорил там, русский, как он сказал, русский паркинг, как-то там, кухня там что ли русская. 4,5 километрика. Так похоже, как будто здесь какая-то таможня, вот это здание. В принципе, наверное, так и было. Когда-то. Похоже, там какие-то заезды. Германия хороша тем, если вам нужно нестись, то по ней очень хорошо нестись. По крайней мере, я думаю, что до Ганновера я долечу. В прямом смысле этого слова, что очень надеюсь, что не будет пробок, не будет. Я уже давно в Германии не был, не будет ремонтов никаких неправильных. Очень надеюсь на это. Да, вот что хотел сказать по Польше. Короче, ребята, мне повезло в том плане, что нервы мне не потратили, не попортили. В рыбный день, вчерашний четверг, транспортники меня не останавливали, ничего не проверяли. Боялся сказать, что это чуть раньше, что сглажу. Но повезло. Повезло то, что нервы и время. Вот. Ну, посмотрим, что в Германии. Сегодня пятница. У них, по-моему, там обычно среда, четверг, у них там вылазки большие. Ну, будем надеяться, что сегодня дадут мне ее проскочить. И закончится сегодняшний день, когда, как я говорил, исчезает нарушение, которое там было на ауте. Так, ну что, вот сейчас уже приедем на паркинг, ведем Германию и погоним дальше. Сегодня дадут мне ее проскочить и закончится сегодняшний день. Ну вот заехали. Девушка за рулем, блин. Заехали в Велистрanu. Быстренько сгоняли в одно место необходимо. И, кстати, уже баги стояли здесь. Пока вышел, их уже нету. Может, за кем-то поехали, а может быть, просто перекурили и будут ловить на трассе. Ну, не знаю. Надеюсь, что не меня. Так что, ну все, ребята, погнали. Погнали наших городских. 44 километра проехать по прямой показывает. Потом надо чуть-чуть будет уйти. Ну все. Едем, гоним. Не хочется, чтобы дождь шел. Когда дождь начинается, голова начинает болеть. Все как-то не так. Вот тот впереди погнал, блин. Его там, блин, поляк погнал, блин. Ну я не знаю, какая у него скорость. Наверное, блин, за 90 точно, там 95 у него. Впереди меня. У меня вот сейчас 85. Хотя, может быть, у него где-то 90. Потому что я его догоняю. Посмотрим. Доедем, посмотрим. Достояли паузочку. 15 минуток покемарил, хватает.
И погнали дальше. Пока отдыхал, сказал наверх, что захожу в Голландию. Сегодня планирую зайти. Пишут мне, на Голландию не надо идти. Ну, окей. Тогда спросил, где выходим из Германии. Короче, ну, как ожидалось, второй вариант через Льеж. Сразу на Бельгию. Ну, блин. Бельгия так Бельгия, блин. Надо посмотреть, там, где у меня там паркинги в Бельгии. Мои, которые отмечены как посещенные, посещаемые. Где-нибудь там сразу на границе. Мы обычно через Венло шли. Ну, хорошо. Хорошо вовремя сообщил, никогда я там уже поехал на Голландосию. Так что немножко там пойдем мимо Дюссельдорфа, Кёльна. Ну а так все в порядке. Все в порядке, чего и вам желаем. Уже проехали сколько? 160, 340 километров проехали. Нормально идем, как говорится, в графике. Посмотрим, потом сообщу, где я запланирую припарковаться сегодня на ночь. По максимуму, ну, блин, в Бельгии, я вот не помню, там на границе в Германии есть, там, по-моему, у меня один паркинг, я стоял. Не помню. Где-то стоял, где-то у меня должен быть в этом самом сохраненных вещах на карте. Ну, в смысле, Google карты у меня сохранены. Я там такие паркинги ставлю себе, где стоял. Так что, думаю, туда рвану. Но это уже будет ближе видно, что у нас тут с Ганновером. И что там по Гермашке вниз спускаться будем, что там с ремонтами дорог. То, знаете, как планируешь одно, по факту получается совсем все по-другому. Дай бог, так доберемся до германской границы. Кстати, 1145 мне до... Это надо по максимуму сегодня и завтра проехать. Чтобы совсем там чуть-чуть доехать в понедельник. Сент-Мало на выгрузку. Я там еще точно точки не знаю. Надо посмотреть будет потом по гуглу, где там находится это местечко, куда мы едем. Погода то дождик льет, то солнышко, потом снова дождик, потом вот такая вот в ожидании дождика. Как-то так, слава богу, никто не тревожил. Дали мне 15 минут поспать. Наташа должна позвонить, коллега должен позвонить, брательник должен позвонить, как там у них дела с выездом из Латвии. Там сегодня 12-15 градусов мороза, снежок. Все дела. Ну, вот здесь обгоны запрещены, но все равно некоторые коллеги пытаются объехать. Румынам там им, наверное, наплевать на правила. Ну, как есть, так есть. Пусть нарушают сами. Нам не нужны патрули всяко разного рода. Нам хорошо бы проехаться. Сегодня денек такой, что, как я говорил, тот аут сегодня закрывается. Так что думаю, все будет хорошо, надеюсь.
Вроде... Или не снимает опять камеру, блин. Непонятно, снимает или не снимает. Вроде снимает. А то опять получится видео, блин, с моей рожицы сплошной. Ну все, ладно, ребята, гоним. Ганновер уже скоро. Где-то тут должно было быть написано. Чин-чин-чинш. А потом мы пойдем уже на... Куда мы там пойдем? Ну, в сторону Лежа, конечно. Но мы так по двоечке идем. На Дортмунд пойдем, Дюссельдорф. Между Кёльном и Дюссельдорфом. Туда пойдем. Ну ладно, погнали. Погнали дальше. По дороге буду бучи кушать.